современном психоанализе. For those who know something about modern psychoanalysis, Если кто-то из вас знает что-нибудь про современный психоанализ, we typically think of modern psychoanalysis as a theory of technique. вообще мы представляем себе современный психоанализ как набор определенных техник. Attachment theory is a very comprehensive theory of personality development. А теория привязанности – это очень понятная теория, описывающая человеческое развитие. The two have many advantages when they're combined. И если соединить современный психоанализ и теорию привязанности, получается очень много преимуществ от соединения. We often talk in psychoanalysis about pre-Oedipal states and personalities. Мы очень часто говорим о психоанализе доэдипальных состояний. And sometimes we describe that as being states where adults are without words. И мы говорим, что доэдипальное – это то состояние, когда у взрослого человека как будто пропадает речь, как будто пропадает возможность пользоваться словами. Attachment theory offers some very compelling ideas about what is actually happening in those pre-Oedipal states. А теория привязанности объясняет очень многое и дает очень интересные идеи, представления о том, что же происходит на этой стадии развития человека доэдипальной, в раннем возрасте, когда еще не развита речь. This talk is based on a paper that I recently published in the journal Modern Psychoanalysis. Эта лекция основана на статье, которую я недавно опубликовал в журнале «Современный психоанализ». The paper is too long to read in its entirety. Статья довольно длинная, поэтому всю ее читать я вам не буду. So I'm going to choose two clinical vignettes from the paper to read to you. Я вам зачитаю два случая клинических, краткое описание двух случаев. And then we'll see how long that takes, and I may add a little bit more material to what's written in the paper. И, может быть, потом будет время, я добавлю кое-какой материал к тому, что уже написано в этой статье. Before I read the paper, до того, как я буду вам читать свой доклад, it's worth saying that one of the central concepts within attachment theory стоит сказать о том, что одна из центральных концепций теории привязанности has to do with how parents help children regulate their emotions. Связана с тем, как дети помогают, как родители помогают детям регулировать свои эмоции. So, as I read in the paper, I will explain some of the details of attachment theory. Я буду вам рассказывать лекцию и пояснять, как здесь применима теория привязанности и в чем она заключается, собственно. But keep in mind that the central idea we're talking about is how parents and children together regulate the children's feeling. Но помните, что основная концепция, основной момент теории привязанности состоит в том, что родители и дети вместе способны и осуществляют регуляцию эмоций ребенка. So I will read to you, and then hopefully we'll have some time for questions. Поэтому я начну, почитаю что-то, расскажу, и надеюсь, у нас еще будет время на вопросы. The group, this is a group therapy I'll be talking about. Я буду говорить вам о групповой терапии. And this group is still meeting today. Это случай групповой терапии, это группа, существующая реально, и она встречается. Кстати, она сегодня встречается, без меня. We meet in my office once a week for 90 minutes. Мы встречаемся в моем офисе раз в неделю. Сессия проходит 1,5 часа, 90 минут. There are 5 men and 4 women in the group. В группе 5 мужчин и 4 женщины. They range in ages from early 30s to late 50s. Возраст от 30 до ближе к 60. All of the patients in the group, except for one, are my individual patients as well. И все эти пациенты, кроме одного, являются также моими индивидуальными пациентами.
So I will tell you something about the case example. Итак, пример из практики, клинический случай. Allison is a 48-year-old healthcare professional who was seen in twice-weekly psychotherapy for 5 years before joining a modern analytic process group led by the author. Эллисон, женщина 48 лет, которая на протяжении 5 лет дважды в неделю ходила на индивидуальную психотерапию, прежде чем присоединиться к современной психоаналитической группе, которую ведет Аарон. As a child, Allison suffered severe emotional and physical abuse and neglect, including sexual abuse perpetrated by both her mother and stepfather. Ребенком Эллисон подвергалась тяжелому эмоциональному и физическому насилию, которое совершалось как матерью, так и отчимом, а также сексуальному насилию со стороны отчима. The latter was a charismatic therapist and pedophile who forced the patient to participate in therapy groups that were little more than a cult of personality organized to gratify the group leader and allow him to identify female group members to seduce. Ее отчим был терапевтом с большой харизмой, одновременно педофилом, который заставлял пациентку участвовать в его так называемых терапевтических группах, которые были организованы фактически для удовлетворения нужд и ведущего этого человека, и удовлетворения нужд ее старшей сестры. Нет, извините. Эти группы, позволяли ему находить женщин для удовлетворения своих физиологических желаний, для совращения. Извините. The patient is the oldest of 3 sisters and engaged in an incestuous relationship with the stepfather, partly to shield her sisters from his predatory attentions and partly because of early attachment deprivation. Пациентка была самой старшей из 3 сестер в семье. Она начала эти инцестозные отношения с отчимом отчасти потому, что хотела защитить своих сестер от его пристального внимания, и отчасти от того, что в детстве она была лишена привязанности. This patient had enormous anxiety at the prospect of joining a therapy group, and a great deal of individual work was required to prepare her for the group. Yet, she recognized the potential benefits of facing her traumatic past as it would be re-stimulated in the group. У этой пациентки была огромная тревога в связи с ее присоединением к терапевтической группе. Потребовалось немало работы для того, чтобы подготовить ее к группе, моей группе. В итоге она все же осознала потенциальные преимущества встречи со своим травматическим прошлым в рамках групповой работы. Like most patients suffering from complex trauma, Allison displayed pre-Oedipal deficits and resistances and disordered attachment within the transference. Как большинство пациентов, страдающих от комплекса травмы, Эллисон демонстрировала доэдипальные сопротивления переноса. Что же там? Symptoms of complex post-traumatic stress disorder and symptoms of dissociation were evident when she joined the group. However, she made much progress in individual treatment toward their resolution. Симптомы комплекса посттравматического стрессового расстройства и значительной диссоциации были очевидны, когда она присоединилась к группе. Однако у нее был значительный прогресс в индивидуальной терапии, и она шла к тому, чтобы постепенно разрешить эти симптомы. The individual therapy continued once or twice weekly, conjoint to the group therapy. Индивидуальная терапия продолжалась 1-2 раза в неделю, совместно, одновременно с групповой. The examples described here are drawn from different exchanges during the first year of the group. Примеры, которые здесь описаны, отражают различные изменения на протяжении первого года работы группы. So this is the first clinical example that I will now read. Теперь я приведу вам клинический пример, то есть как проходит группа. This is called Allison and Lisa. Первый пример. Эллисон и Лиза. The following discussion took place during a group around the end of the second month. В конце 2-го месяца в группе произошло следующее обсуждение.
It was becoming obvious to the group that Allison was growing overwhelmingly anxious, non-verbally communicated by excessive fidgeting, almost squirming in her chair, and lack of eye contact. В группе было очевидно, что у Элисон огромная тревога, которая не выражалась вербально, а была видна из-за чрезмерной суетливости. Она почти извивалась, сидя на стуле, и у нее отсутствовал зрительный контакт с членами группы. Seeing her regression and overstimulation, I engaged her as follows. Заметив ее регрессию и возбужденность, я задал группе вопрос. I said to the group as a whole, what do you imagine might be happening with Allison right now? Я обратился к группе в целом и спросил, как вам кажется, что сейчас происходит с Элисон? Lisa says, I don't know, but I'm worried about her. Лиза сказала, я не знаю, но я волнуюсь за нее. I respond, what's worrying you? Я спросил, а что заставляет вас волноваться, беспокоиться? Lisa says, well, I noticed her seeming upset, and it made me think about how I am with my 6-year-old, how she sits in my lap, and when my attention goes to another adult or another conversation or something, my hand stays on her. Я заметила, говорит Лиза, я заметила, что она выглядит расстроенной. Это навело меня на мысли о моей 6-летней дочери, о том, как она сидит на моих коленях, а когда мое внимание переходит к другому взрослому человеку и к разговору с ним, моя рука по-прежнему там, на плечах, там, на спине моей дочери. Она сидит у меня на коленях, я ее глажу по голове, она уткнулась в меня носом. Sorry. I read a little bit ahead. Oh, that's okay. It was so... Yeah. No worries. Shall I just go to the sentence? Yeah. Okay. She's on my lap and my hands in her hair, sort of absent-mindedly caressing her. Я немножко вперед забежала, извините. She's nuzzled into me and she knows, even though I appear to be talking to someone else with my attention elsewhere, she's still my baby. Она уткнулась в меня носом, она знает о том, что даже если я разговариваю с кем-то другим, все равно она мой ребенок. I am still with her and she's still on my lap. Я по-прежнему с ней, она сидит у меня на коленях. And I'm guessing that's what Allison needs right now from you, Aaron. И я предполагаю, что это именно то, в чем Элисон сейчас нуждается от вас, Аарон. Lisa turns to Allison. Лиза поворачивается к Элисон. It's okay that Aaron is talking to us, the rest of the group I mean, and for us to be engaged with him, but I think you need some reassurance, just like my 6-year-old on my lap, that you're still special to him, that you have a safe, protected place with him. Это нормально, что Аарон говорит с нами, я имею в виду с остальной частью группы, но я думаю, что вам не хватает уверенности, как у моей 6-летней дочери, когда она сидит у меня на коленях, что вы для него по-прежнему особенная, что у него есть для вас безопасное место. Ничего, что я говорю это все? Is it okay that I'm saying that? I'm worried that I'm being intrusive or something. Я не слишком навязчивая или что-то такое? Allison starts crying. Элисон начинает плакать. No, it's okay. Она говорит, нет, все в порядке. I can't believe you just said all that. Я просто не могу поверить, что ты только что это сказала. This is so weird. Это так странно. I'm afraid everybody's going to hate me for wanting so much. Я боюсь, что все начнут меня ненавидеть из-за того, что я хочу слишком многого. People here are going to think I'm so crazy. Люди здесь подумают, что я совершенно сумасшедшая. I turn to the group and ask, does anyone think Allison is crazy in this moment? Я поворачиваюсь к группе и говорю, Members, кто-нибудь тут думает, что Элисон сумасшедшая сейчас? members shake their heads, no. А члены группы качают головами, нет. Lisa, do you have any objections? I say this. Lisa, do you have any objections about Allison wanting that kind of connection with me in this group? Я говорю, Лиза, у вас нет возражений против того, что Элисон хочет поговорить со мной, и именно такой контакт в группе хочет? Lisa says, Allison, I really want to help that little girl in you sit on Aaron's lap for as long as she needs to. Лиза говорит, Элисон, я действительно хочу помочь вот этой маленькой девочке в тебе посидеть на коленях у Аарона так долго, как ей это нужно. I really want that for you. Я действительно хочу этого для тебя. I won't be mad at you at all. Я совершенно не буду на тебя злиться.
If I could, I would pick you up right now and put him on his lap myself. Если бы я могла, я вот прям взяла бы тебя и посадила к нему на колени, прямо сейчас. Allison, who's visibly shocked by these comments, starts sobbing and leaning over to hold onto her legs. Элисон выглядит шокированно этими комментариями, начинает рыдать и наклоняется к коленям своим. She says, I don't understand. Why would you do that? Я не понимаю, говорит она, почему ты это сделала? Why would you do that for me? It doesn't make any sense. Почему бы это сделала для меня? Это как-то бессмысленно. Nobody has ever done anything like that for me before. Никто никогда для меня ничего подобного не делал раньше. I don't understand. I don't even know what to do with that. Я не понимаю, я даже не знаю, что мне с этим делать. Lisa responds, not only is it okay with me, but I need you to have it because it makes me so sad to think of you going home after group, sitting there and feeling sad and alone, not having gotten what you needed from Aaron. Лиза говорит, я бы хотела это сделать для тебя, но еще и потому, что мне очень грустно думать о том, как ты пойдешь домой после группы и будешь чувствовать печаль и одиночество из-за того, что ты не получила от Аарона всего того, в чем ты нуждаешься. I ask Allison, could you tell Lisa what you're feeling toward her, that she wants you to have what you need? Я спрашиваю у Элисон, вы можете сказать Лизе, какие чувства у вас вызвало то, что Лиза хочет, чтобы вы получили то, в чем вы нуждаетесь? Allison, who's still crying, says, I feel so close to you right now, turning toward Lisa. Элисон продолжает плакать. Я чувствую близость с тобой сейчас. Поворачивается к Лизе. My mother was so cold, so cruel, you have no idea. Моя мать была такой холодной, такой жестокой, ты даже не представляешь себе. I don't even remember her touching me being a good thing, you know? Я даже не могу вспомнить, чтобы она хоть раз ко мне прикоснулась с благими намерениями, с добрыми чувствами. It always hurts somehow. I feel like such a baby right now. Она всегда причиняла мне боль. Я сейчас чувствую себя маленьким ребенком. But you're being like a mother to me, a kind one. And that feels really good, but it's scary too. Ну ты мне как мама, вот как хорошая, добрая мама, но это еще и пугает меня тоже. I don't know if I can count on it, you know? Я даже не могу понять, могу ли я в это верить. When will all of this with you go away? When? When will all of this with you go away? Когда это пройдет? Ведь это пройдет, то, что вы сейчас ко мне испытываете. How am I going to fuck up and get you to stop being so kind to me? Ну, как я могу в конце концов, прекратить это и заставить вас перестать быть ко мне такими добрыми, такими мягкими? And then I say, but what are you feeling toward Lisa? А я спрашиваю ее, ну вы сейчас что чувствуете? Какие чувства у вас к Лизе? Allison says, oh, I'm feeling so much love for her right now, so much. Элисон говорит, о, я чувствую к ней любовь. Столько любви, огромное количество любви. I gesture for Allison to talk directly to Lisa. Я прошу жестом Элисон обращаться напрямую к Лизе. I feel so much love for you, Lisa. You're being so caring with me. Она говорит Лизе, я столько чувствую к тебе, Лиза. Ты такая заботливая. I don't know what to do with it, but I really like how you're being with me. Я не знаю, как мне с этим быть, но мне очень нравится то, как ты со мной обращаешься. I bet you are such a good mother to your kids. Я уверена, что ты очень хорошая мать для своих детей. They're so lucky. I wish I had you as my mother. Им так повезло. Хотелось бы мне, чтобы у меня была такая мать. Lisa responds, I feel that if you were my baby, I would take such good care of you. И Лиза говорит, я чувствую, что если бы ты была моим ребенком, я смогла бы очень хорошо о тебе позаботиться. I really know how to do that. Я действительно знаю, как это делать. I would cherish you if you were my baby. What a beautiful baby, I would say to myself. Я бы тебя обняла, посмотрела бы на тебя и сказала бы себе, какой у меня замечательный, какой у меня прелестный ребенок.
Allison, who is now less anxious, starts sobbing and slowly rocking. Элисон уже менее тревожно выглядит, она перестает рыдать, она немножко покачивается на кресле She says, thank you. и говорит спасибо, спасибо. How can we understand what is happening in this clinical vignette? Как мы можем понять то, что происходит вот в этом отрывке, в этом описании отрывка из сессии? Clearly, Lisa helped Allison resolve a transference resistance. Очевидно, что Лиза помогла Элисон разрешить сопротивление переноса. Allison was afraid because of toxic experiences in the past of the group's recriminations if she revealed herself emotionally. Элисон боялась, что поскольку у нее были от того, что у нее были токсические Toxic experiences in the от past. того, что у нее были тяжелые токсические переживания в прошлом, Элисон боялась, что если она раскроется эмоционально, то это повлечет за собой обвинение со стороны членов группы. Lisa's sensitive, almost uncanny understanding about what was preventing Allison from freely participating in the group helped to resolve a resistance by actively joining her suppressed wish for emotional contact with the group therapist. Лиза проявила чувствительность просто удивительную. С помощью этой чувствительности она поняла, что именно мешало Элисон свободно участвовать в группе. Она помогла Элисон разрешить это сопротивление. Это произошло благодаря присоединению к подавленному желанию Элисон иметь эмоциональный контакт с терапевтом. It is difficult to imagine that this touching interaction between Allison and Lisa could be fully replicated in individual treatment, particularly with a male therapist. Очень трудно себе представить, что это трогательное взаимодействие между Лизой и Элисон могло бы быть полностью воспроизведено в индивидуальной терапии, особенно если бы терапевтом был мужчина. In fact, without conscious knowledge of it, Lisa helped put into words one of Allison's self-soothing fantasies. На самом деле, сама того не осознавая, Лиза помогла Элисон выразить словами успокаивающие свои успокаивающие фантазии. Allison and I had agreed in advance before she started group treatment that she was allowed to imagine in her mind that a young, needy part of her could sit in my lap whenever she needed to do so in order to feel safe in the group. Можете поверить, а может быть и нет, но до того, как мы начали групповую терапию, Элисон и я согласились заранее, что ей разрешается представлять в своем воображении, что маленькая девочка, вот та в ней, та часть в ней, которая так нуждается в защите, может сидеть у меня на коленях в ее воображении когда угодно и сколько угодно, чтобы чувствовать себя в группе в безопасности. Resistance in group therapy carries an affective charge in the form of induced feelings. Сопротивление в групповой терапии несет заряд индуцированных чувств. It appeared to me that Lisa correctly interpreted her induced feelings, and she used her understanding to emotionally join with Allison's fantasy and feed it back to her in a modified form, more acceptable to Allison's mind. Мне кажется, что Лиза очень правильно интерпретировала свои индуцированные чувства и использовала свое понимание для того, чтобы эмоционально присоединиться к фантазии Элисон и передать ей эту фантазию в более приемлемой для нее форме. Allison's fear and subsequent regression disrupted access to her fantasy and its self-soothing function, just as a very young child loses her grip on object representations when threatened. Yeah, right here. Allison's fear and subsequent regression. Страх Элисон и последовавшая за этим регрессия оборвали подход к фантазии и к функции этой фантазии, которая была успокаивающей для Элисон.
точно так же, как у маленького ребенка теряется при угрозе, когда перед ребенком встает угроза, теряется возможность обнять объект своей привязанности. It is worth noting that in this example, rather than intervening directly, I attempted to facilitate progressive emotional communication by bridging a group analytic technique defined by Orman as bringing into emotional contact two members whose resistances complement one another in a clinically significant way. Хорошо отметить здесь, что в этом примере вместо того, чтобы вмешиваться прямым образом, я попытался облегчить последовательную, ведущую к прогрессу коммуникацию, эмоциональную коммуникацию путем наведения мостов, вот этого бриджинга, между двумя участниками группы. Эта техника в групповом анализе была описана Ормантом в 1992 году. Это привело к контакту этих двух участников группы, и их сопротивление, которое являлось комплементарным по отношению друг к другу, привело к значительным клиническим улучшениям. Lisa, for example, was more comfortable tending to others than receiving attention herself. Лиза, например, является человеком, которому гораздо легче обращать внимание на других и заботиться о других, чем привлекать внимание к самой себе. Had I focused my attention on Allison directly, the interaction between Lisa and Allison might well have been thwarted. А если бы я напрямую обращался к Эллисон, то взаимодействие между Эллисон и Лизой вряд ли произошло бы так успешно. In group therapy, interventions carried out by members are often the most effective, as this example illustrates. Как показывает этот пример, в групповой терапии интервенции участников группы по отношению друг к другу часто оказываются гораздо более эффективными. While these observations contribute to our understanding of this exchange, a more comprehensive explanation requires additional theoretical contributions from attachment theory and modern psychoanalysis. Эти наблюдения дополняют наше понимание этого обмена, этого взаимодействия. Более понятное объяснение потребовало бы дополнительного разбора теории и теории привязанности и теории современного психоанализа. The secure base in attachment theory. Понятие надежной основы в теории привязанности. Attachment theory was originally intended as an attempt to translate key elements of British object relations theory into observable, measurable constructs. Теория привязанности изначально была задумана как попытка перевести ключевые элементы теории объектных отношений в те, которые более доступны наблюдению и поддаются измерению. These initial theoretical formulations led to an explosion of empirical research that continues to this day. Эти первоначальные теоретические формулировки привели к взрыву эмпирических исследований. Эмпирические исследования продолжаются по сей день. While space considerations preclude a thorough treatment of attachment theory, some essential elements of this developmental theory may be helpful to understanding why joining is so effective with pre-Oedipal resistances. Некоторые существенные элементы этой теории могут быть полезны для понимания того, почему техника присоединения так эффективна для работы с доэдипальными пациентами. In attachment theory, mother and child are considered a self-regulatory dyad, the main purpose of which is to protect the child from external threats and in the process help the child manage overwhelming emotional distress. В теории привязанности мать и ребенок считаются саморегулирующейся диадой,
главной целью которой является защита ребенка от внешних угроз и помощь в том, чтобы справиться с сильным эмоциональным расстройством. As soon as a child can physically move away from the mother and explore the world, the child must contend with an unpredictable, often frightening environment that stimulates anxiety, fear, and rage. Как только ребенок может физически отделиться от матери и начать исследовать окружающий мир, ребенок будет вынужден бороться с непредсказуемой, часто пугающей окружающей средой, которая вызывает у ребенка тревогу, страх, гнев и ярость. In this process, the mother is considered the secure base, and the child uses her physical and emotional proximity to the mother as a way to regulate her own emotions, something her mind cannot do alone. В этом процессе мать считается так называемой надежной основой, и ребенок использует физическую и эмоциональную близость с матерью в качестве способа регуляции эмоций, так как его разум пока не может сделать это в одиночку. Bowlby defined the secure base in this way. Болби определил вот эту надежную основу следующим образом. This brings me to a central feature of my concept of parenting. Идет цитата. Это подводит меня к центральному элементу моей концепции. The provision by both parents of a secure base from which a child or adolescent can make sorties into the outside world and to which he can return knowing for sure that he will be welcomed when he gets there, nourished physically and emotionally, comforted if distressed, reassured if frightened. Оба родителя предоставляют ребенку надежную основу, с помощью которой ребенок может исследовать окружающий его реальный мир, делать в него вылазки, и к которой на основе он может вернуться, зная, что будет встречен с дружелюбием, накормлен, как физически, так и эмоционально, будет утешен, если он будет огорчен, и будет успокоен, если он напугается. In essence, this role is one of being available, ready to respond when called upon, to encourage or perhaps assist, but to intervene actively only when clearly necessary. В целом, эта роль означает доступность, готовность к ответу, когда ребенок зовет родителя, а также помощь, но которая дается только тогда, когда ребенок отчетливо просит этой помощи. For example, a toddler may leave her mother's side while visiting the park to go investigate a dog, all the while keeping an eye on the mother to locate her in case she is needed. Например, ребенок может отойти от мамы во время посещения парка, чтобы пойти посмотреть на собаку. При этом он не выпускает мать из виду, чтобы в случае необходимости ее найти. If something startling happens, like the dog barking, the child runs back to the mother to manage the resulting surge of anxiety. Если начинает происходить что-то пугающее, например, собака начинает лаять, ребенок бежит назад к матери, чтобы справиться с вспышкой тревоги. The child's mind is not yet capable of regulating fear without external help. Психика ребенка еще не способна регулировать этот страх без посторонней помощи. This primary attachment relationship is a dynamic, emotional regulating system in which the child manages her emotions by increasing or decreasing her proximity to her mother. Эти первичные отношения привязанности являются динамической системой, которая регулирует эмоции, системой, с помощью которой ребенок управляет своими эмоциями, делая их более выраженными или менее выраженными. For this process to develop effectively, the mother must be reasonably calm and appropriately attuned and responsive in face of the child's vacillating needs to seek connection and to explore her environment. Для того, чтобы этот процесс развивался эффективно, мать должна быть достаточно спокойной и настроенной, чуткой по отношению к ребенку, отзывчивой на его потребности и нужды, когда он хочет исследовать окружающий мир, например. Generally, this proceeds reasonably well, and the child is considered to have a secure attachment to her mother, the child's secure base. Как правило,
это работает очень хорошо. У ребенка формируется надежная привязанность к матери, и на этом и строится эта надежная основа для ребенка. In fact, the secure base is eventually internalized as a both conscious and unconscious mental representation of a good mother, which allows the child to feel relatively safe when away from the actual mother herself. Фактически надежная основа в конечном счете интернализируется, вбирается вовнутрь, как сознательная и бессознательная психическая репрезентация хорошей матери, которая позволяет ребенку, когда он находится вдали от матери, чувствовать себя в относительной безопасности. The mere idea of the mother and the knowledge that she can be accessed begins to serve the child's ability to regulate her emotions. Простое знание о том, что мать доступна, формирует у ребенка способность регулировать свои эмоции. This internalization process is elaborated over time into the development of internal working models of relationships in adulthood. Этот процесс интернализации, формирующийся в течение долгого времени, способствует развитию внутренних рабочих моделей взаимоотношений во взрослой жизни. Sometimes, however, the attachment relationship does not develop adequately. К сожалению, или порой отношения привязанности не развиваются у ребенка адекватным образом. When mothers are neglectful, abusive, overly narcissistic, unpredictable, or intermittently responsive, an insecure attachment develops. Когда мать игнорирующая, оскорбляющая, чрезмерно нарциссичная, непредсказуемая, у ребенка развивается ненадежная привязанность. The classic experimental design called the strange situation is a method by which clinicians and researchers have been able to identify secure versus insecure attachments in toddlers around 12 to 24 months old. Было разработано классическое исследование, которое называется «Странная ситуация», с помощью которой клиницисты смогли определить надежную и ненадежную привязанность у малышей в возрасте 12-24 месяцев. This procedure creates standard scenarios which are mildly stressful for the child, meant to activate and observe the resulting attachment dynamics. It's okay. Эта процедура создает стандартный сценарий, который вызывает у ребенка легкий стресс, который активизирует поведение ребенка и динамику его привязанности, которую возможно при этом наблюдать. Researchers evaluate 4 categories of behavior, including separation anxiety, willingness to explore, stranger anxiety, and reunion anxiety. Исследователи оценивают 4 вида поведения, включая сепарационную тревогу, готовность к исследованию, тревогу от встречи с незнакомцем и тревогу воссоединения. When a secure attachment is stimulated, the child generally moves closer to the mother and often makes physical contact with her, lingering there until the child again becomes comfortable with her surroundings and returns to exploring the room. Когда у ребенка развилась надежная привязанность, такой ребенок двигался ближе к матери в момент, когда он встречался с чем-то незнакомым, устанавливал с ней физический контакт и находился с ней достаточно долго, пока ему не становилось снова комфортно рядом с ней. И после этого он возвращался в комнату, которую начинал исследовать, и продолжал ее исследовать. Thus, the securely attached child regulates her distress by making contact with the responsive mother and is soothed in the process. Таким образом, отношение надежной привязанности способствует регуляции дистресса путем установления контакта с отзывчивой матерью. For our purposes, it is important to note that in secure attachment relationships more generally, the mother is able to absorb and metabolize the child's aggression. For example, hitting, biting, physical struggling without retaliating or abandoning the child. Когда мы говорим о надежной основе и применяем ее к нашим
пациентам очень важно отметить, что вот эта безопасная привязанность создает отношения в целом. Это можно понять больше, даже как возможность матери поглотить, ну, в общем, принять и разрешить для ребенка такое чувство, как его агрессия. Например, когда он пытается ударить, укусить, физически сопротивляется, при этом ребенок не наказывается, никак физически не отстраняется и не оставляется один. Ну вот не происходит покидание ребенка. This suggests that for the securely attached children, there would be less need to direct aggression against the self to preserve the relationship with the parent. Это предполагает, что те дети, у которых сформировалась надежная привязанность, будут гораздо меньше нуждаться в направлении агрессии на себя для того, чтобы сохранить своего родителя. The strange situation validates modern analytic knowledge. Вот это исследование, которое называется «Странная ситуация», подтверждает то, что мы знаем в анализе. The pre-Oedipal child's mind has not yet developed the ability to regulate emotional distress on its own. Психика доэдипального ребенка еще не сформирована достаточно, чтобы самостоятельно регулировать эмоциональный дистресс. Rather, a child's self-regulation depends upon predictable, soothing participation by the mother. В этом возрасте саморегуляция ребенка зависит от поведения матери, которое должно быть предсказуемым и должно приносить ребенку успокоение. When faced with stress, the insecurely attached child may respond by moving further away from the mother, crying but remaining in place, becoming angry and hitting a toy, moving toward the mother and attempting to hit her before moving away, ignoring the mother altogether, or relying upon dissociation and other reality-altering defenses. Когда со стрессом сталкивается ребенок, у которого не сформировалась надежная привязанность, он может вести себя по-другому. Он отодвигается от матери, он может заплакать, он может разозлиться и ударить вот эту незнакомую игрушку, потом приблизиться к матери и попытаться ударить ее, прежде чем снова от нее отодвинуться. Он даже может впасть в состояние диссоциации и использовать какую-либо другую защиту, отвергающую реальность. Thus, the insecurely attached child must depend on the mechanisms of her own mind in place of the mother. Таким образом, ребенок, у которого не сформировалась надежная привязанность, зависит от собственных механизмов защиты, вместо того, чтобы использовать механизмы защиты у своей матери. From an attachment theory perspective, the child's inability to access a safe, reliable, secure base to soothe emotional distress leads directly to the formation of alternative, self-regulatory strategies that manifest in treatment as resistance. С точки зрения теории привязанности, неспособность ребенка получить доступ к безопасной, надежной основе для того, чтобы справиться с эмоциональным дистрессом, ведет к формированию альтернативных саморегуляторных стратегий, которые проявляются в терапии в виде сопротивлений. It is useful for the modern analytic group leader to remember that attachment seeking is initially expressed through nonverbal behavior and pre-linguistic vocalization, such as crying and other sounds that signal distress and need. Современный аналитик, который ведет группы, должен помнить, что поиск привязанности изначально выражается через невербальное поведение, через долингвистическую вокализацию, такую как плач и различные другие звуки, которые сигнализируют о том, что ребенок испытывает дистресс. The use of language to seek attachment generally develops after the age of 2 years. Использование языка для поиска привязанности обычно формируется в возрасте 2 лет. Likewise, pre-Oedipal resistances often manifest in group therapy via channels of communication outside the use of language.
Поэтому доэдипальные сопротивления очень часто возникают в групповой терапии в форме невербальной коммуникации. In essence, we may think of the interaction between Allison and Lisa as the symbolic mother recognizing the child's distress through nonverbal communication and inviting emotional proximity in order to jointly metabolize the overwhelming negative emotions. В сущности, мы можем воспринимать взаимодействие Элисон и Лизы следующим образом. Символическая мать, то есть Лиза, с помощью невербальной коммуникации распознала этот дистресс в ребенке и предложила Элисон эмоциональное присоединение, что привело к переработке ее подавленных негативных эмоций. In modern analytic terms, Lisa helped Allison resolve a resistance. Говоря терминами современного анализа, мы можем сказать, что Лиза помогла Элисон разрешить сопротивление. In attachment theory, Lisa facilitated Allison's wish for and contact with a secure base. А в теории привязанности можно сказать, что Элисон помогла, наоборот, Лиза помогла Элисон установить контакт и создала для нее надежную основу. Joining the resistance. Значит, следующий раздел называется «Присоединяясь к сопротивлению». Modern psychoanalysis has long recognized the value of joining rather than attempting to confront directly pre-Oedipal resistances. Современный психоанализ признал гораздо большую эффективность техники присоединения для работы с доэдипальными сопротивлениями по сравнению с прямой конфронтацией с этими сопротивлениями. Margolis, Spotnitz, Ormond, Meadow, Epstein, and others have all written cogently and persuasively about the fact that interpretation is typically ineffective and often harmful when working with pre-Oedipal self-states because pre-Oedipal resistances arose as protective mechanisms before the development of language. Такие авторы, как Марголис, Спотниц, Орманд и Медоу, а также Эпстейн и другие аналитики довольно убедительно писали о том, что при работе с доэдипальными нарушениями интерпретации оказываются неэффективными, а иногда даже повреждающими, потому что доэдипальные сопротивления возникли как защитные механизмы в тот период, когда человек еще не владел языком. The patient's psychological survival depended upon a very primitive defense, and attempts to alter it prematurely can lead to its intensification, malignant regression, and an increase in treatment-destructive resistances. Психологическое выживание пациента зависит от очень примитивных защит, и преждевременные попытки их изменить могут привести к злокачественной регрессии и к усилению деструктивных защит. Joining interventions are attempts to relax the mind's tenacious hold on a resistance by communicating that the analyst appreciates that its function has been critical to the patient's psychological survival. Присоединение – это попытка ослабить сопротивление, и это сообщение пациенту о том, что аналитик понимает очень важное значение присоединения для психологического выживания пациента. Joining may thus act Защиты. Понимает значение защиты для выживания пациента. Joining may thus act as an invitation to collaborate in coming to know the patient's inner world more fully by safely investigating the history, nature, and value of the resistance. Таким образом, присоединение может выступать в качестве приглашения к сотрудничеству, в попытке понять внутренний мир пациента, историю его жизни и то значение, которое несет в себе его сопротивление. Pre-Oedipal resistances by their nature are often characterized by emotional discharge in the form of action rather than words. Доэдипальные сопротивления часто характеризуются эмоциональной разрядкой в виде действий, а не в виде слов. Thus, the joining intervention is thought to be successful when it facilitates a shift from feelings experienced as diffuse emotional or bodily sensations to be discharged non-verbally, to feelings as mental representations that can be discharged through language. Так, например, присоединение считается успешным, когда оно облегчает преобразование чувств
При этом чувства разряжаются, находят разрядку невербальную, например, через телесные ощущения или через какие-либо действия. И эти чувства преобразуются в чувства, которые могут разряжаться, могут находить разрядку с помощью языка, слов, то есть вербальную. The process of joining the resistance continues until the patient is able to discard the resistance in favor of more mature and satisfying levels of psychological functioning. Процесс присоединения к сопротивлению пациента продолжается до тех пор, пока пациент не будет в состоянии сам отказаться от сопротивления в пользу более зрелых уровней психического функционирования. I'm going to skip this part right here. We're going to go through this paragraph. The essential elements. The essential elements of a joining intervention involves active support and often magnification of a resistance and can be egosyntonic, which is ego-supportive, or egodystonic, which is ego-aversive. Основные элементы техники присоединения включают в себя поддержку и часто усиление сопротивления. Они могут быть при этом эго-синтонными, то есть поддерживающими эго, или эго-дистонными, то есть aversive, направленными против эго. The intervention combines an overt acknowledgement of the manifest content and a specific emotional tone that resonates with the resistance. Интервенция включает в себя признание проявления содержания и специфическую аффективную нагрузку. Они эффективно объединяются воедино. When the content and affect are integrated effectively, a resistance can be resolved by meeting the patient's latent maturational need, as well as returning induced affect to the patient in modified form. Успешное объединение воедино этих двух компонентов приводит к тому, что пациент разрешает свое сопротивление, а также при этом он встретится со своей латентной потребностью в созревании, а также произойдет возвращение индуцированного аффекта в уже переработанном виде. By overtly aligning with the patient's resistance and underlying need for safety, the analyst is linking an object experience directly to a specific developmental deficit within the patient's mind. Посредством присоединения к сопротивлению пациента и лежащему в его основе желанию безопасности, аналитик тем самым восполняет дефицит объектных отношений в развитии человека, пациента. This process stimulates progressive emotional contact with the patient in the very heart of the resistance. Этот процесс стимулирует прогрессивный эмоциональный контакт с пациентом в условиях сопротивления. In group therapy, such an intervention can be made with an individual group member or the group as a whole. В групповой терапии присоединение может быть осуществлено кем-то из членов группы или даже всей группой. It may also be facilitated between group members. Также оно может осуществляться между членами группы. In the previous example, Lisa recognized accurately that Allison's mind was consumed by a resistance that was preventing her from verbally engaging in the group process. В предыдущем примере, например, Лиза совершенно безошибочно определила, что Эллисон находится вся в этом сопротивлении, которое мешает ее вербальному участию в групповом процессе. Through Allison's nonverbal cues, Lisa recognized the nature of her resistance. Через невербальные сигналы Эллисон Лиза распознала природу ее сопротивления. Allison needed contact with me in order to feel safe enough to participate in the group, but expected to be punished for this very need and was trying to suppress it. Эллисон нуждалась в контакте со мной, чтобы чувствовать себя в группе в безопасности, но одновременно она ожидала наказания за этот контакт со мной, и поэтому пыталась его подавить, желание этого контакта. In addition to helping Allison put her thoughts and feelings into words instead of nonverbal action, Кроме Lisa... того, Oh, go ahead.
That's okay. Кроме того, Лиза помогла Элисон выразить свои мысли и чувства словами, а не действиями. Lisa co-opted Alice's need as her own, thus bypassing Allison's self-attack and legitimizing her feelings. You can change it. Co-opted. Лиза ответила на потребность Элисон, встретила потребность Элисон как свою собственную. Таким образом, она предотвратила, изменила направление нападения Элисон на саму себя и дала ей право иметь ее чувства, те чувства, которые у нее были. Most importantly, Lisa conveyed a warm and loving tone in talking with Allison. И, наконец, самое главное, Лиза использовала в разговоре с Элисон теплый, любящий тон. This was the feeling that Allison missed from her own mother. Это было то, чего Элисон не хватило в отношениях с собственной матерью. That is, an abiding love and responsiveness to her deepest needs for emotional contact. А именно вот это приглашение к любви, отзывчивость, то есть глубокий эмоциональный контакт. It was the emotional tone itself that appeared to resolve this resistance, as distinguished from the actual content of what was conveyed. Именно эмоциональный тон этого обращения, а не содержание обращения Лизы к Элисон, помог разрешить ее сопротивление. Allison openly identified the foreignness of receiving this feeling from Lisa, and while she probably only internalized 1% of the exchange, it was enough to resolve a resistance to putting her feelings into words. Элисон открыто определила чуждость полученного от Лизы чувства и, вероятно, интернализировала лишь 1% этого взаимообмена. Но этого достаточно оказалось для того, чтобы разрешить сопротивление Элисон к выражению чувств с помощью слов. That sounds like a logical end for this. Yeah. So I think what I'm going to do is I'm going to skip ahead a few pages and I'm going to give you a second clinical example and then we'll take some questions. We're going to move to 86, the clinical thing that Allison. This is about Allison and Tim. Теперь про Элисон и Тима. The following example takes place in the 6th month of the group. Это уже конец 6-го месяца работы группы. After the group's first extended discussion of sex, Allison, sitting directly to my left, is growing increasingly uncomfortable and has lost eye contact with the group while slowly slumping down in her chair as if closing in on herself. Во время продолжительного обсуждения темы секса Элисон, которая сидела слева от меня, постепенно ощущала себя все более некомфортно. Она потеряла зрительный контакт с группой и медленно так съеживалась на своем стуле, как будто уходила в себя. I have been deliberately ignoring this as I want to avoid making contact with her nonverbal communications directly, knowing that a group member will eventually comment on it. Я намеренно игнорировала ее поведение, потому что не хотела обращаться напрямую к ее невербальной коммуникации. Я знала, что в конечном итоге кто-нибудь из членов группы обязательно прокомментирует это ее состояние. Tim turns to Allison and says, "Hey Allison, are you okay? You look a little upset." Тим поворачивается к Элисон и спрашивает: Элисон, с тобой все хорошо? Ты выглядишь какой-то расстроенный. Allison, ignoring Tim and turning to me, Элисон игнорирует Тима и поворачивается ко мне. Я хочу уйти, мне необходимо уйти отсюда. she says, "I'm going to leave. I just need to get out of here." Мне нужно просто отсюда выйти. She sits forward in her chair as if to get up. Она выпрямляется, сидя на стуле, и собирается встать. "I'm going to go, okay?" Ну, я пошла, ладно? I say, "Why do you want to leave right now?" Я ее спрашиваю, почему вам нужно уйти прямо сейчас? Allison responds, "I can't take all of this talk about sex and crap." Элисон говорит, ну я не могу слушать эти разговоры о сексе и всякой прочей дряни. It's making me feel awful. I just need to get out of here. Я чувствую себя просто ужасно, мне надо просто отсюда выйти.
Would you try to stop me if I need to get up and go? Мне ведь нужно просто встать и уйти. Вы что, меня будете останавливать? She says this with a defiant tone, as if setting up a confrontation. Она это говорит вызывающим тоном, как будто вступает со мной в конфронтацию. Would you do that to me? Вы действительно это сделаете по отношению ко мне? Вы попытаетесь меня остановить? I respond, well, I would never physically try to stop anybody from leaving Well, I would never physically try to stop anybody from leaving during group. Аналитик. Ну нет, я никогда бы не стал физически останавливать кого-то, кто хочет уйти из группы. But more than whether you stay or go, I'm interested in the feelings that you'd be leaving behind. Но для меня гораздо важнее, чем понять, чем увидеть, уйдете вы или останетесь, для меня гораздо важнее понять те чувства, от которых вы уходите. Can you tell us more about the feelings you want to get rid of? Вы можете нам больше рассказать о тех чувствах, от которых вы хотите избавиться? Allison says no. Элисон говорит нет. There's a long pause. Долго молчит. Then she continues, I don't know, I feel terrible, just awful. Потом она продолжает, я не знаю, я чувствую себя ужасно, просто кошмарно. If we keep talking about sex, you might want to do something sexual with me, or might want me to do something sexual with somebody else in front of the whole group, while everyone just watches. Если мы будем продолжать говорить о сексе, я буду бояться, что вы захотите сделать что-то сексуальное в отношении меня, или захотите, чтобы я сделала что-то сексуальное с кем-то из членов группы, вот прямо перед всей группой, и все будут смотреть на это. Like I'm the entertainment, and I don't want to. Как будто это вот представление какое-то, я вас всех тут развлекаю, я не хочу. I'm not going to do that, do you understand? Я не собираюсь этого делать, вы понимаете? I am not going to do that, stated very emphatically. Я не буду этого делать, она это подчеркивает. I know you keep saying feelings and behavior are two different things, but they feel the same to me. Я знаю, что вы говорите чувства и поведение, это две разные вещи. Для меня они кажутся одинаковыми. Exactly the same. One leads to the other. Они совершенно одинаковые. Одно приводит к другому. There's no stopping feelings. Don't you get that? Здесь ведь нет никаких замерзших чувств, останавливающих чувств. Вы понимаете? I respond, I do understand, but I also see a problem here. Я говорю, я понимаю, но я здесь вижу также и проблему. If we're all trying to put our thoughts and feelings into words, and you act upon your impulse to leave, doesn't that invite other people here to put their impulses into action too? Ну, если мы все попытаемся выразить свои чувства словами и будем пытаться продолжать это делать, а вы тут начнете действовать в соответствии со своим импульсом. Например, у вас появился импульс уйти, вы встанете и уйдете. Разве это не заставит других членов группы тоже действовать в соответствии со своими импульсами? И если так, обстановка в группе станет гораздо более опасной. If that happens, won't things ultimately be less safe for you and everybody else? Если это произойдет, это же будет очень опасно и для вас, и для всех остальных. Allison dismisses my observation. Элисон отмахивается от моей логической цепочки. She says, you're just trying to keep me here, and it's just making me feel worse. What do you want from me anyway? Она говорит, да вы просто хотите сделать так, чтобы я осталась. А мне от этого плохо. Чего вы от меня хотите? I respond, what am I wanting from you right now? Я отвечаю, а чего я от вас хочу? I do not wait for a response in an attempt to mirror her dismissal of me, and I turn back to Tim, the physically largest male member of the group, to create a bridging intervention. Я не жду ответа от нее, я пытаюсь ее отзеркалить и тоже отворачиваюсь от нее, поворачиваюсь к Тиму. Тим. Yeah. Tim, I have the idea that Allison is feeling very frightened of me in this moment. Тим – это такой самый крупный мужчина в группе. И я это делаю для того, чтобы применить технику наведения мостов, бриджинг. Тим, мне кажется, что Элисон чувствует себя очень напуганной. What would you do if I got up out of my seat and tried to touch her in some way? Что ты сделаешь, вот, если я сейчас встану со стула и до нее дотронусь? I would stop you. There's no way you'd even lay a hand on her, not in any group that I'm in anyway. Тим говорит, я вас остановлю, я этого не допущу. В
какой бы группе я ни находился, я такого никогда не допущу. I say, and how would you stop me? Я его спрашиваю, а как бы вы меня остановили? Tim responds, I'd tackle you from the side and hold you down until Allison was able to escape. Я вас обхвачу за локти и буду держать до тех пор, пока Элисон не убежит отсюда. And I say back, but I'm pretty strong. I mean, what if you had a hard time holding me down? What would you do then? Аналитик говорит, ну я довольно сильный, а что если бы вам было не очень легко меня удерживать, что бы вы сделали? Tim says, I wouldn't want to, but I'd punch you if I had to. I'd do anything to keep you from hurting Allison. Anything. Тим говорит, ну я не хочу этого делать, но если вы будете слишком сильно сопротивляться, я вас ударю. Я сделаю все, чтобы не позволить вам причинить Элисон боль. Allison turns to Tim. Would you really do that? Элисон поворачивается к Тиму. Тим, ты действительно сделал бы так? She is notably calmer now. Теперь она гораздо спокойнее. Nobody ever stands up for me, ever. За меня никто не заступался, никогда. My own father basically handed me over to my stepfather. Мой собственный отец обычно всегда просто отдавал меня на растерзание отчиму. He never gave it a second thought. Без мысли, никогда не задумывался даже о том, к чему это может привести. What are you feeling? I ask. What are you feeling towards Tim right now? Я спрашиваю, а что вы чувствуете к Тиму вот прямо сейчас? Oh, Allison says, oh, I feel so protected and cared about. Thank you so much for that to Tim. О, я чувствую, что меня защищают, что обо мне заботятся. Спасибо вам огромное, Тим. I get the feeling that you really would stop him, meaning the therapist. Тим, у меня такое чувство, что ты действительно смог бы его остановить. That's awesome, she laughs. Это просто невероятно. Она смеется. And I ask Allison, and how is your need to leave the room now? Я ей говорю, ну как же ваше желание уйти из группы? Allison responds, well, if you promise that we're just going to be talking, I guess I can keep talking too. Ну, если вы обещаете мне, говорит Алиса, что мы будем просто продолжать разговаривать, наверное, я тоже смогу просто разговаривать. But can I change the subject to something else? I've had enough of all the sex talk for one day. Ну, пожалуйста, не могли бы вы поменять тему? Для меня на сегодняшний день секса уже больше, чем достаточно. In this example, Allison is experiencing a moment of impulsivity within the group, as she does in her life. В этом примере Элисон переживает момент собственной импульсивности в группе, что часто происходит в ее обыденной жизни. She is tempted to act as a way to deal with her anger and anxiety. Она пытается вести себя так, чтобы справиться с собственной злостью и тревогой. Like the distressed, insecurely attached child, she immediately considers unilateral action as the only solution to her emotional distress. Как ребенок в состоянии дистресса, тот ребенок, у которого не сформировалась надежная привязанность, она сразу решается на какое-то действие. Here, I gently remind her of the group agreement and encourage her curiosity while using a bridging strategy. Я мягко напоминаю ей о групповом соглашении, а также с помощью техники бриджинга способствую пробуждению у нее любопытства. Bridging to a secure base. Я ей обеспечиваю соединение с этой надежной основой. With another group member to generate protection of and support for Allison's overwhelmed ego functions. В данном случае эта надежная основа – это другой член группы, который обеспечит ее безопасность и поможет ей не уйти из группы. Several important elements appear collectively at work in this example. В этом примере работает несколько факторов. First, Allison was able to put into words her sense that I was a threat by my supporting the talk about sex and trying to keep her in the room to hear it. Во-первых, Элисон оказалась в состоянии вербально выразить свой протест по отношению ко мне, когда я попытался ее уговорить остаться в этой комнате и послушать дальше разговор о сексе. Second, by indicating that I would not stop her from leaving the room and inviting her to embrace talking over acting, I implicitly supported Allison's autonomy and joined her resistance. Тем, что я обсуждал с ней возможность ее ухода из комнаты, я дал ей
возможность почувствовать свою автономность и возможность вести себя в соответствии со своими убеждениями и позаботиться о себе. I also let her know that if she acts on her feelings, then others might act too, and the group would become an acting group instead of a talking group. Но я ее призвал не выражать свои чувства через действия, потому что если она будет так делать, тогда и у других членов группы появится возможность и желание осуществлять свои импульсы, и тогда обстановка в группе станет небезопасной для всех. Third, by bridging with Tim, I indirectly joined Allison's resistance, that is, supporting her sense that the group was unsafe and that she required protection or the ability to escape, either literally or via dissociation. Когда я образовал этот мостик с Тимом, построил мост с Тимом, я дал возможность Эллисон сказать, ощутить, что группа для нее небезопасна, и обратиться к тому человеку, который помог бы ей обеспечить в этой группе безопасность. Пока я этого не делал, она могла обеспечить свою безопасность только уходом из группы или другими видами диссоциации. This intervention validated Allison's fear and need for protection. Эта интервенция подтвердила страх Эллисон и ее потребность в защите. Put her in contact with a responsive object. Она смогла образовать контакт с откликающимся, отзывчивым объектом. And thereby eliminated her need to protect herself through unilateral action. Таким образом, у нее уменьшилась потребность защищать себя с помощью действий. Perhaps most importantly, Allison was able to experience something unfamiliar. Наверняка Эллисон в этой обстановке почувствовала, пережила что-то для себя совершенно новое. A man wanting to protect her instead of exploit her. Мужчина, который вместо того, чтобы использовать ее, причинять ей вред и боль, наоборот, сказал, что он будет ее защищать. Which allowed her emotional distress to be modified through relatedness instead of through her familiar resistances. Тогда это позволило ей пересмотреть свое отношение к мужчине и преисполниться к нему теплыми чувствами, вместо того, чтобы продолжать придерживаться своего сопротивления. In this case, acting rather than talking. В данном случае это был призыв, это было для нее поведение по типу лучше действовать, а не говорить, от которого она смогла отказаться. Вот это сопротивление у нее было. Finally, it should be noted that when I asked what she felt toward Tim, Ну и наконец, когда я спросил ее, что она чувствует по отношению к Тиму в этот момент, Allison responded by sharing what she was feeling inside of herself, but not towards Tim. она поделилась тем, что она чувствовала, но она поделилась чувствами, которые просто сидели в ней, и это не были чувства по отношению именно к Тиму. Thus, Allison was positively affected by the soothing function of the object, but demonstrated little awareness of Tim as a separate person with his own subjectivity. Таким образом, она сформировала отношения с вот этой надежной основой, с каким-то объектом, который ей обеспечил эту надежную основу, но тем не менее она еще пока в своем субъективном восприятии не воспринимала этого человека как вот, отдельного человека, как объект. Just as a small child is soothed by the secure base but is unaware of the caregiver's subjectivity. Точно так же, как ребенок, опираясь на эту надежную основу, может ощущать безопасность, при этом не воспринимая эту надежную основу как вот, субъекта, как определенного человека с определенными качествами. I think I have talked at you enough. Я думаю, что я достаточно вам уже почитал. I wonder if I'd like to open the floor to questions or comments, reactions. Хотела бы услышать ваши комментарии, реакции, вопросы. Пожалуйста. Most people are still awake, that's a good sign.
кое-кто ушел, но кто-то еще не заснул. Это хорошо, знак. Скажите, пожалуйста, как я поняла, то есть та техника присоединения, которая используется в группе, таким образом используется в индивидуальной терапии? Yes. По большому счету в группе эту технику используют участники, то есть они основные игроки. It's like the members of the group are using these techniques. They are sort of main players on the field. Yes. Спасибо. Thank you. Именно так. Понятно. In a well-functioning group, В хорошо функционирующей группе the therapist models forms of relatedness, interpersonal relationships. the The therapist models. терапевт является примером отношений. And after a while, the group members pick it up. И через какое-то время группа понимает, вот какой пример перед ними, и начинает тоже так же строить отношения. And it can allow for a wider range of feelings to be expressed. Такое поведение позволяет проявляться большому количеству чувств. Большему количеству. I have a question. Yeah. Еще вопрос есть. You said joining entails linking an object experience with the resistance in the mind as a way of resolving resistance, but I'm not sure what you meant by the object experience in joining. Something May I involving. translate Oh, yeah, the sorry. question Yeah. first? Good point. Присоединение предполагает what is joining? I was curious about what the object experience is in joining. That helps Там you- было упомянуто слово переживание объекта. that helps to resolve the resistance. Переживание объекта в присоединении помогает разрешить сопротивление. И Мария хочет уточнить, что такое переживание объекта. This is an excellent question. Очень хороший вопрос. На ваш вопрос не сказала, что хороший. I give you an A. Я говорю, вам пятерку поставлю за такой вопрос. My colleague is much smarter than I. An object experience is any experience with a person outside the self. Переживание объекта – это любое переживание человека, любого человека вне себя самого. A relational experience. Right. То есть So, это переживание отношений с кем-то, не с самим собой. so in the second example, И во втором примере, вот с Элисон и Тимом, Tim steps in to replace Allison's need to protect herself. у Элисон есть потребность в защите себя, и Тим выступает не в качестве отдельной личности человека, а выступает фактически как представительство потребностей Элисон в своей защите. So an intrapsychic process gets replaced by an interpersonal one. То есть внутренний психический процесс заменяется процессом взаимодействия двух людей, но для Элисон Тим человеком в этом взаимодействии не является. Он является ее собственной потребностью в защите. So it seems to follow up that Lisa provided the same kind of experience for Allison. In the И Лиза, first example. похоже, тоже помогла Элисон просто тем, что она представила в себе или в своих словах, выразила потребность Элисон во внимании аналитиков, в контакте с аналитиком. Exactly. Именно так, да. Вы вопрос задавали, пожалуйста. Я хотела спросить, на ваш взгляд, границы, каков был терапевтический эффект подобной интервенции? Для Лизы. Для Лизы. What was the effect of this therapeutic intervention for Lisa? Oh, it was very positive. Очень позитивный терапевтический эффект. Конкретнее, если можно. И если more возможно, detail. пару слов о личной истории Лизы. And maybe just 2 words, if possible, about Lisa as a person, her history, for example. Couple of words.
And can you say more precisely what is this positive therapeutic effect Yeah. for her? In Lisa's history, she was severely neglected. Ее игнорировали. Лису в ее детстве игнорировали почти полностью. And she dealt with this by becoming highly maternal as an adult. Это она компенсировала тем, что когда выросла, стала такой сверхзаботящейся матерью, сверхзаботливой матерью. At this point, it was the most important part of her identity, being a mother. И, наверное, вот в тот момент, когда группа начала работать, это была главная черта ее личности. Она была матерью с большой буквы для своих детей и вообще. Всей группы, да? For the whole group. Yes. Mother. Yes. Для всей группы, да. And what was the therapeutic effect for her? It allowed Lisa to really enter the group as a powerful member. Это было в начале группы, в конце первого месяца работы. И вот это событие, происходившее с Элисон и Лизой, позволило ей войти в группу как очень ценному участнику. And it allowed her to have her strengths appreciated before her vulnerability was exposed. Она показала, что она очень сильный человек, который в ситуации дистресса помог Элисон справиться с ее слабостью, показала себя сильной, оказала ей поддержку. И это как бы группой воспринималось как ее основное качество, это сила, позитивность, прежде чем начали проявляться ее уязвимость, хрупкость, которые тоже были ей присущи. Но она в группу вошла вот как изначально сильный человек. Правильно ли я понимаю, что именно роль заботливой мамы о каждом из участников и в особенности об Элис Do I позволила understand it correctly that this role of a good mother, caring mother for all the members of the group and for Alison позволила Лизе справиться с определенной тревогой и после этого принять заботу о себе, что helped Alice to cope with this anxiety that she was having, and after that encouraged her to accept this care Yes, that has been shown. Да, совершенно правильно понимаете. exactly. Совершенно верно. То есть это тот случай, вот исходя из ее истории детства, когда, чтобы позволить себе принять, она должна много, то есть, много раз дать. Она это кто? Элисон? Лиза. Лиза. Как на ее взгляд? Judging or taking into account Lisa's story of being neglected, that means she must really probably take a lot before she is able to give. This is a wonderful observation. Это чудесное наблюдение вы сделали, очень точное наблюдение вы сделали, очень верно. Lisa was in individual treatment twice a week for 10 years before joining the group. Она 10 лет была в индивидуальной терапии перед тем, как она пришла в группу. Лиса. Можно еще вопрос? Можно? May I ask one more question? Сейчас вас тоже, Может да? быть, были использованы какие-то специальные присущие для теории терапии техники? Вы описали, как это было для Элис. Может быть, в процессе работы группы было что-то особенное для Лизы? Например, Техники современного психоанализа? ну да, то, что он конкретно, вот, то, что Аарон конкретно использовал в работе с этой конкретной пациенткой. Он упомянул технику присоединения, вы еще про какие-то спрашиваете, да? Это конкретно только о Лизе. Вообще для всех. Я понимаю, но я спрашиваю, были ли еще какие-то... When you were working with Lisa в группе, in the group, did you use any special techniques for her, especially? Yes, but not those related to the topic that we're talking about. Да, использовал техники, но не относящиеся к той теме, которой посвящена сегодняшняя лекция. Maybe you could just mention at Sure, least these more analytical group techniques that we used especially with Lisa. Просто не так просто уже ставить. With Lisa, her challenge has been to be able to express aggression. Задачей по отношению к Лизе было помочь ей, ее проблемой было неумение выражать агрессию.
So her ability to be maternal Поэтому то, что она была такой всеобщей матерью, is also a resistance against her own aggression and это на sexuality. самом деле сопротивление по отношению к собственной агрессии и к сексуальности выраженной, которая в ней живет. So the technique you were using was... I don't know. Okay. Не говорит. Да, конечно. Скажите, а техника присоединения, она используется только в психоанализе? Can I ask about the technique of joining? Is it used only in psychoanalysis or actually only in modern analysis? I use it in parenting my children all the time. Я ее использую все время. Например, когда я воспитываю своих многочисленных детей, я ее использую направо и налево. My 13-year-old son was enraged with my wife. Например, мой 13-летний сын испытывал жуткое раздражение по отношению к своей матери, моей жене. The way only a 13-year-old can be. Ну вот особым образом, каким только 13-летние мальчики умеют ненавидеть мать. And he yelled at her, "I hope you die of cancer." И он орал на нее: надеюсь, ты умрешь от рака. And I said, Я ему сказал: interesting. о, интересная мысль. I said, what kind of cancer should she get? Скажи, пожалуйста, какой рак ей нужно поиметь? And he looked a little confused. Тут он как-то смутился. Чуть-чуть. He was expecting to get into trouble. He was expecting? Yeah, he thought he would get into trouble for saying this to his mother. Он подумал, что я его буду ругать за то, что я такие слова, за то, что он такие слова сказал своей маме. So we had a discussion of whether or not his mother should suffer as she dies, or she should die quickly. А мы тут затеяли такой научный разговор о видах рака, о видах онкологических заболеваний, и еще стали с ним обсуждать, как она будет умирать. Позволим ли мы, пускай она при этом долго мучается и сильно, или умрет без мучений, тихо угаснет, без болей. And by the time we were done, К тому времени, когда мы закончили это обсуждение, he was no longer angry and went to bed. он уже почему-то на нее совершенно не злился. It's very useful everywhere in И life. пошел спать. Это очень полезная техника, она везде в жизни пригодится. Is that a helpful answer? Вас удовлетворил этот ответ? Он вам помог в чем-нибудь? Yes, thank you. We're going to stop at 8, so we have 5 minutes. Так, мы хотим закончить эту лекцию в 8 часов. У нас еще 5 минут. У вас еще 5 минут. Мне хотелось бы узнать, каким образом удалось так подробно воспроизвести диалог Вы записываете That's a great question. Отличный вопрос. For some of the interactions I described, Для некоторых случаев из тех, что я писал, I actually took notes right after the session. Я использовал для воспроизведения статьи, я использовал те заметки, те записи, которые я делал после сессии. Как только сессия заканчивается, я сажусь и пишу. And then I showed the notes to the patients. For the paper or just in general? No, just for the paper. Именно эти записи, вот по этим двум отрывкам сессии, я показал всем пациентам, которые в них участвовали. And then they told me about all the things I got wrong. И они мне сказали: вот тут у тебя неправильно написано, вот тут я сказала то-то, а не то-то, и они исправили то, что они говорили. So they То, helped что me я make сказал sure не так. it was Так что accurate. они именно сделали эти записи такими точными, сами пациенты. Потому что я попросила их разрешения использовать это в статье. Any more questions? Еще есть вопросы? Comments are welcome too. Комментарии? Only gratitude. Okay, why don't we stop? Ну Thank что, you so тогда, much. наверное, закончим. Спасибо вам большое.